Давайте смоделируем ситуацию. Вы разработчик, у которого есть один проблемный продукт и который вы должны исправить как можно скорее. Большинство фанатов вашего продукта ополчились против вас, и все ваши цифры идут на дно, так же как и статистика моего канала в последнее время. Что в первую очередь вы будете говорить своим фанатам и что в первую очередь вы должны делать? Наверное, исправлять игру и медленно, но верно делиться тем, как проходит исправление вашей игры. И как же вы думаете, что же на этом месте делают Konami? Ну конечно же, они рассказывают о новых ивентах и о том, как можно будет в будущем тратить заработанные ГПшки. Именно то, что мы хотели услышать от вас, Konami. Да, на сайте игры вышло очередное обновление, которое проливает свет на то, как можно будет тратить ГПшки после выхода версии 1.0.0. Также Konami рассказали о новом ивенте, после которого можно будет получить Рауля. И обо всем этом мы поговорим в сегодняшнем ролике. Ну, и давайте не будем затягивать. Но перед тем, как мы приступим, не забудьте поддержать этот канал своей активностью, ребята. Это очень важно, поскольку алгоритмы YouTube мешают его работе. И только с вашей помощью мы сможем выстоять. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Вчера, 23 декабря, Konami на своем сайте анонсировали новый ивент, суть которого заключается в банальной игре в eFootball. Реально, вам необходимо лишь забивать голы и играть в матчи, за счет чего вы будете получать дополнительные ГПшки. По итогу вы можете заработать множество ГПшек, которые можете потратить в будущем, ну и по итогу получить легендарного Рауля в свою будущую команду. Все очень просто. Чем больше голов, тем больше ГПшек. Чем больше сыгранных матчей, тем больше ГПшек. Проще некуда на самом деле, остается лишь перебороть себя и поиграть в это чудо игровой индустрии. Однако я нередко встречался с таким вопросом под моими роликами и на стримах, когда я играл в eFootball. Вот, допустим, мы играем в ивенты, у нас уже полно ГПшек, лично у меня уже за 100 тысяч. Что с ними делать в будущем? И Konami не могли оставить этот вопрос без своего ответа, а поэтому на своем сайте они выкатили небольшое обновление, которое вкратце рассказывает о том, как можно будет потратить ГП в будущем. В качестве примера они предлагают приобретение игроков за определенную сумму, и в зависимости от рейтинга игрока будет варьироваться и сумма этой самой карточки. Также вы сможете приобрести менеджера, который будет стоить на самом деле нехило так. Например, Хави они оценивают в 40 тысяч ГП. Помимо траты ГП, они также рассказали о развитии футболистов, то есть при приобретении футболиста в вашу команду вы имеете все возможности, чтобы прокачать его рейтинг по максимуму. Я, если честно, не буду углубляться в этот вопрос, поскольку не являюсь игроком в онлайн и не планирую. А поэтому, чтобы не наговорить лишнего, оставлю это на откуп вам. Ссылка на сайт будет в описании под этим видео. Вкратце говоря, неважно какой у вас будет игрок, обычный, легендарный или еще какой-нибудь, благодаря тренировкам вы сможете его раскрутить, и он будет органичнее смотреться в вашей команде, даже если его рейтинг будет уступать тем же самым легендарным футболистам или обычным футболистам, но которые чуть, покруче в классе, насколько я понял. И с одной стороны это все здорово, поскольку Konami потихоньку раскрывает концепцию своего проекта в плане онлайна, но с другой стороны, сейчас игра находится вообще не в том положении, чтобы рассказывать именно об онлайне, и как в будущем мы сможем тратить ГПшки. Ну правда, игра находится в подвешенном состоянии, множество режимов недоступно, будущее игры также неизвестно, и все, о чем рассказывают Konami, это новая кампания по зарабатыванию ГПшек и дальнейшая информация, как эти ГПшки тратить. Ну серьезно. Я понимаю, эта информация не была бы лишней, если бы игра была на ходу. В ней было множество игроков и все в таком роде. Скорее всего, эта кампания и направлена на то, чтобы увеличить количество игроков в своей игре, поскольку, если верить той же статистике на Steam, то в игру играет меньше 1000 человек. Это просто никудышные цифры. Для сравнения, в 2020, который уже давным-давно не актуально, все еще играет около 1000 игроков, то есть намного больше, чем в ту же eFootball. Думаю, тут комментарии излишние. Ну а что по всему этому поводу думаете вы? Обязательно дайте знать в комментариях под этим видео. Играете ли вы в eFootball и планируете ли тратить ГП в будущем? Не забудьте отписать в комментариях. Помимо комментария, не забывайте также поддерживать лайком этот ролик, поскольку, повторюсь, именно ваша активность поможет мне в борьбе с алгоритмами, которые в последнее время душат наш канал. Поэтому не забудьте комментарий и лайк. Большое вам спасибо за вашу активность. Ну а если вы находитесь на этом канале впервые, то я бы порекомендовал вам подписаться и прожать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на нашем канале.
У меня сегодня все, и я всех благодарю за просмотр. Услышимся уже очень скоро. Всем пока, ребят.